Привет! Руины секты истинной мантрой затягивают Хань-Ли все глубже, и теперь уже не только монстры определяют выживание, но и то, кому можно доверять. Во-первых, мощное усиление прямо в самом опасном месте. Поглотив таинственную энергию руин, Хань-Ли мгновенно осваивает смертоносную технику управления временем, бьющую напрямую по душе врага. Вдобавок, ему попадается карта этих хаотичных развалин. Редкая роскошь там для пространства рвется без предупреждения. Знание и ориентир в одних руках — это уже огромное преимущество над всеми остальными фракциями. Во-вторых, логика выживания диктует самые неожиданные союзы. Спасая одного из давних соперников от элитных наемников, Хань-Ли сколачивает с ним временный альянс ради поиска главного сокровища секты. Чистая прагматика. Когда опасная зона сужается, выжить в одиночку почти невозможно, даже если напарник тебе глубоко не симпатичен. Доверие здесь не чувство, а просто тактический расчет. И, наконец, угроза нарастает с другой стороны руин. Ши Чуан-Кун, зажатый в угол врадами, активирует особый массив и призывает мощных демонических союзников. Теперь два отряда, дуэт Хань-Ли и усиленная группа Ши Чуан-Куна, движутся прямо к центру руин навстречу друг другу. Хрупкие альянсы, прибывающие армии, древние сокровища в эпицентре. Столкновение неизбежно. А теперь слушаем дальше. Глава 676. Фреска. Ши Чуанькун немного помолчал, а затем сказал. «Забудьте об этом. Я уже нашел кое-какие зацепки, касающиеся того, что я ищу, поэтому давай сначала разберемся с этим делом, а потом уйдем отсюда». Услышав это, Фэн Линь и Цзы Цин внутренне вздохнули с облегчением. Цзы Цин взглянул на дуэт Чжао Джэня, и на его лице появилась насмешливая улыбка, когда он ухмыльнулся. «Вы двое, должно быть, напрашиваетесь на смерть, раз атакуете молодого господина нашего дома обширного происхождения. Вам что, надоело жить?» В этот момент Чжао Джэнь и Улян уже отступили более чем на 3 километра, и им внезапно показалось, что они совершили серьезную ошибку. Несколько дней спустя. Хань Ли и бессмертный владыка Пылающее Пламя шли по широкому проходу к одному дворцу. Проход был заросший травой, а также там были сломанные каменные статуи и фонари, что создавало довольно мрачное зрелище. В нашей секте здесь проводились церемонии. Тот круглый алтарь, мимо которого мы прошли, использовался для проведения большой церемонии, которая проводилась раз в 1000 лет. В то время концепции 4 союзных регионов бессмертных еще не существовало, но каждая из этих церемоний считалась грандиозным событием, и все близлежащие регионы бессмертных отправляли на нее своих представителей. Очень грустно видеть, что секта пришла в такое состояние, с ностальгией в глазах вздохнул бессмертный владыка Пылающее Пламя. Бесчисленное множество империй и сект возникали и рушились на протяжении всей истории. Невозможно предсказать будущее, поэтому не стоит зацикливаться на прошлом или бояться будущего. Сейчас нам следует сосредоточиться на поисках мантры Великой Пятиэлементной иллюзии, утешил Хань Ли. Бессмертный владыка Пылающее Пламя, кивнув, согласился, но было ясно, что он все еще погружен в свои мысли. Дворец в конце прохода был огромным, и, хотя большая его часть уже обрушилась, та часть, которая все еще стояла, давала представление о том, насколько величественным было это здание в период своего расцвета. Недалеко находились высокие ворота, над которыми висела табличка с надписью «Павильон почитания», выведенной большими золотыми иероглифами. Хань Ли и бессмертный владыка Пылающее Пламя подошли ко дворцу и на мгновение посмотрели на огромные ворота, а затем, обменявшись взглядами, последний вышел вперед, чтобы открыть ворота. Ворота со скрипом открылись, издав удручающий звук, похожий на неохотный вздох древнего дворца, и Хань Ли с товарищем вошли внутрь, обнаружив, что там царит полный беспорядок. Повсюду валялись обломки черепицы и кирпичей, и все было покрыто скользким мхом и беспорядочными зарослями травы. Из-под обломков торчала половина нефритовой таблички, на которой можно было разглядеть половину золотого иероглифа, похожего на иероглиф «небо». Невозможно было сказать, какая мебель изначально была во дворце, поскольку большая его часть была разрушена, и лишь те области, которые находились прямо у стен, были более или менее хорошо видны. Проходя мимо одной из стен, Хань Ли заметил, что на ней нарисованы какие-то невероятно яркие фрески. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже бесчисленное количество лет, цвета все еще были очень яркими и свежими, как будто их только что нарисовали. «Что это?» — спросил он. «Этот павильон небесного календаря — очень особенное место в нашей секте, в нем хранится много секретов нашей секты. Обычным ученикам вход сюда строго воспрещен, и на этих фресках в основном изображены некоторые важные события из истории нашей секты.
Если бы формация во дворце все еще была цела, то все эти фрески могли бы двигаться и показывать разные сцены, но поскольку формация разрушена, они стали неподвижными изображениями. Покачав головой, вздохнул бессмертный владыка Пылающее Пламя. Хань Ли повернулся к одной из фресок рядом с собой, и она тут же привлекла его внимание. Бессмертный владыка Пылающее Пламя тоже посмотрел на фреску и обнаружил, что на ней изображено, по-видимому, грандиозный пир. Основным цветовым тоном фрески был яркий и праздничный красный, и на ней была изображена оживленная церемония. На фресках рядом с ней тоже были изображены разные сцены, которые были частью того же события, на которых время от времени появлялись патриарх мира, 5 его учеников и многие другие важные фигуры секты истинной мантры. Товарищ Даос Пылающее Пламя, я правильно понимаю, что люди, изображенные здесь, из Небесного двора? Приподняв бровь, внезапно спросил Хань Ли. На одной из фресок гости были одеты в одежду, идентичную той, что носили культиваторы Небесного двора. Верно. Этот банкет был устроен, чтобы поприветствовать группу очень уважаемых посланников из Небесного двора. Это были официальные посланники из региона бессмертных средних земель, поэтому им был устроен самый торжественный прием. Это было поистине грандиозное событие для царства истинных бессмертных, и я до сих пор помню его, как будто это было вчера, кивнув, ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя. В таком случае, похоже, секта истинной мантры и Небесный двор не были в плохих отношениях. Почему же они в конце концов стали врагами? Спросил Хань Ли. Бессмертный владыка Пылающее Пламя в ответ лишь покачал головой. Одной из причин, по которой я вернулся в секту, как раз и было желание узнать ответ на этот вопрос. Вскоре после этого банкета меня отправили на задание, поэтому я мало что знаю о том, что произошло потом. Хань Ли кивнул в ответ, но был еще больше озадачен. Немного помолчав, он продолжил осматривать стену и заметил, как из-за обломков выступает угол какой-то фрески, поэтому он взмахнул рукавом, чтобы отбросить обломки, открыв всю фреску, и обнаружил, что на ней изображено довольно странное изображение. Сценой был тускло освещенный подземный дворец, и там проходила встреча между патриархом мира, древесным существом в желтой мантии по имени Муянь, внушительным мужчиной с огненно-рыжими волосами, темнокожим молодым человеком, сложенным как железная пагода, и таинственной фигурой, одетой в черный плащ, все ее тело было окутано серым туманом. Особое внимание явно было уделено изображению патриарха мира и 3 его учеников, и Хань Ли даже смог разглядеть незначительные различия в их выражениях лиц, которые говорили об удивлении, страхе, подозрительности и замешательстве. Однако лицо фигуры в плаще было полностью скрыто под капюшоном. В конце фрески патриарх мира в одиночестве отправился в еще одно странное пространство, где он получил от дьявола с парой изогнутых рогов на голове серебряную пластину размером с мельничный жернов. На этом изображения заканчивались, и на обрушившейся стене больше не было фресок. «Вы знаете, кто это такой, товарищ Даос Пылающее Пламя?» — спросил Хань Ли, указывая на фигуру в плаще. «Я знаю, что наш патриарх, мой учитель и еще несколько человек в какой-то момент внезапно покинули банкет, но я не знаю, что они делали, и не знаю, кто этот таинственный гость», — покачав головой, ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя. «Ваш учитель. Кто из них был вашим учителем, товарищ Даос Пылающее Пламя?» — спросил Хань Ли. Человеком с рыжими волосами был мой учитель Цимодзе. Человеком в желтой мантии был мой старший дядя Муянь, а темнокожий мужчина за ним — мой 3-й дядя Уян. 2 другими детьми, которых вы видели на банкете, были мой 4-й дядя Цзинь Юаньцзы и мой 5-й дядя Хэ Цзэ, ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Хань Ли, услышав имя Цимодзе, слегка дрогнул. Он вспомнил о ребенке с большой головой, которого он видел во дворце водного предсказания, того, кого звали Хэ Цзэ, и этот ребенок явно сказал ему убить Цимодзе. Неужели Хэ Цзэ имел в виду учителя бессмертного владыки Пылающее Пламя? Если они были боевыми братьями, то почему же они стали заклятыми врагами? На лице Хань Ли появилось озадаченное выражение, когда он размышлял над этими противоречиями. «Что-то случилось, товарищ Даос Ли?» — спросил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Хань Ли на мгновение замялся, но в конце концов решил не рассказывать бессмертному владыке Пылающее Пламя о своей встрече с Хэ Цзэ. Вместо этого он просто покачал головой и ответил: «Нет, мне просто любопытно, что они обсуждали. Я предполагаю, что тот таинственный гость был не просто каким-то обычным человеком. Невозможно сказать, что они обсуждали, но ясно, что это было что-то очень важное. В противном случае наш патриарх не оставил бы моих дядей одних развлекать гостей из Небесного двора, а сам бы отправился с моим учителем и 2 другими моими дядями, чтобы встретиться с этим гостем», задумался бессмертный владыка Пылающее Пламя. «То есть, вы покинули секту вскоре после этого, и именно во время вашего отсутствия на секту истинной мантры напали, верно? В таком случае, возможно, визит этого таинственного человека как-то связан с Небесным двором.
Возможно, это даже было ключом к падению секты истинной мантры, задумчиво предположил Хань Ли. Бессмертный владыка Пылающее Пламя не ответил, тоже погрузившись в глубокие раздумья, глядя на фреску со слегка нахмуренными бровями. Хань Ли больше ничего не сказал и, вернув свой взгляд на фреску, тоже погрузился в раздумья. Некоторое время спустя Хань Ли внезапно спросил. «Кстати, вы знаете, где находится та секретная комната, изображенная на этой фреске?» «Я не уверен, могу назвать несколько возможных мест, но есть только один способ узнать, действительно ли секретная комната находится в одном из них», ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Учитывая важность мантры Великой Пятиэлементной иллюзии, я уверен, что Патриарх Мира тоже очень дорожил ей. Следовательно, есть хороший шанс, что он спрятал ее здесь или в каком-то другом, столь же важном месте. «Думаю, нам просто придется проверить», — сказал Хань Ли. Бессмертный владыка Пылающее Пламя кивнул в ответ, и они вдвоем, внимательно обыскав эту область, ушли, чтобы продолжить поиски. Глава 677. Останки. Спустя полмесяца. Хань Ли и бессмертный владыка Пылающее Пламя прибыли к волнующемуся озеру, и они, зависнув в небе над ним, с нахмуренными бровями посмотрели вперед. Пространство в этом месте снова было разорвано, и вся эта область была усеяна бесчисленными пространственными разломами. Даже озеро внизу было разделено надвое, а на его краю был невидимый барьер, похожий на стену воды. По ту сторону пространственных разломов находился участок суши среднего размера и серия отдельных гор, на которых были плотные скопления белых нефритовых дворцов. Однако, большая часть из них была повреждена, а некоторые горы даже в основном обрушились. Глядя на парящие горы и Белую площадь, он испытал чувство дежавю, и как раз в тот момент, когда он пытался вспомнить, где он это видел, рядом с ним внезапно раздался голос бессмертного владыки Пылающее Пламя. «Похоже, мы дальше не пройдем, товарищ Даосли. Нам, возможно, придется найти другой путь. Вы помните, что это за место, товарищ Даос Пылающее Пламя?» — спросил Хань Ли. Бессмертный владыка Пылающее Пламя, услышав это, слегка замешкался, а затем, немного посмотрев на участок суши, неуверенно ответил. «Мне кажется, это был дворец рождения близнецов старшего боевого брата Муяня. Это одно из самых важных мест в секте, помимо дворца истинной мантры нашего патриарха. Сказав это, все это пространство находится в полном беспорядке, поэтому я не могу сказать точно». В этот момент Хань Ли был практически уверен, что это именно то место, где он был во время духовного переселения, когда он видел падение секты истинной мантры, и именно там он и спрятал тело Муяня. Если это такое важное место, то нам стоит его проверить. Что, если мантра Великой Пятиэлементной иллюзии спрятана именно там? Сказал Хань Ли. Но проблема в том, что мы дальше не пройдем. Давай отправимся в другое место и, возможно, найдем другой путь, ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Хань Ли на мгновение осмотрел окрестности, а затем, указав в определенном направлении, сказал. В этом нет необходимости. Пространственные разломы здесь довольно плотно расположены, но это не значит, что нет никакого пути. Вон там, разве это не проход, ведущий к другому участку суши? Бессмертный владыка Пылающее Пламя посмотрел в том направлении и увидел, как из края озера, в нескольких километрах отсюда, вырывается столб воды радиусом около 3 метров, и он, словно водяной мост, вел к участку суши, который находился почти в 10 километрах отсюда. Вы что, шутите, товарищ Даосли? Этот столб воды со всех сторон окружен пространственными разломами, и, если мы не будем осторожны, то можем легко попасть в один из них. Вдобавок ко всему, с другой стороны тоже пространственный барьер, поэтому, даже если нам удастся благополучно пройти через столб воды, мы все равно окажемся в тупике. Зачем рисковать? С озадаченным выражением лица спросил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Риск — благородное дело. Мы можем не найти другого пути к этому участку суши, и, даже если найдем, это займет слишком много времени, так что лучше всего переправиться отсюда, возразил Хань Ли. Он уже использовал этот метод, чтобы успешно пересечь участки суши, поэтому у него была некоторая уверенность. Бессмертный владыка Пылающее Пламя знал, что не сможет отговорить Хань Ли, поэтому, немного подумав, он больше не стал возражать, но все равно был довольно нерешителен. Как только мы доберемся до другого пространственного барьера, пройдя через столб воды, я найду способ открыть его, и мы прорвемся, сказал Хань Ли. Ты, правда, можешь разрушить пространственный барьер, не затронув ближайшие пространственные разломы? Со скептическим выражением лица спросил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Пространственный барьер здесь гораздо более хрупкий, чем пространственные барьеры, которые вы найдете в других местах, поэтому его не так уж трудно разрушить. Если мы будем действовать достаточно быстро, я уверен, что у нас, по крайней мере, 70% шансов на успех, с улыбкой заверил Хань Ли.
Бессмертный владыка Пылающее Пламя, услышав это, потерял дар речи, но в этот момент ему оставалось лишь положиться на Хань Ли. Завершив необходимые приготовления, они вдвоем нырнули в озеро, а затем, подобно паре рыб, начали плыть к противоположному участку суши по каналу с водой. Войдя в канал с водой, оба они почувствовали сильное беспокойство, и они невероятно медленно продвигались вперед, максимально подавляя колебания своей духовной силы, боясь случайно сдвинуть какой-нибудь из ближайших пространственных разломов. Им потребовалось более 2 часов, чтобы преодолеть короткое расстояние менее чем в 10 километров, и, когда они приблизились к пространственному барьеру, Хань Ли активировал свои адские дьявольские глаза, одновременно призвав свою высшую небесную тыкву, и, направив ее отверстие вперед, повернулся к бессмертному владыке Пылающее Пламя, жестом показывая, что ему нужно быть готовым. После этого он силой вонзил ладонь в нижнюю часть тыквы, и из ее отверстия, среди громоподобного грохота, вырвалась вспышка пронзительного зеленого света. Сразу же после этого из зеленого вихря внутри тыквы выстрелил зеленый бамбуковый меч облачного роя, который, размытой проекцией меча, врезался в пространственный барьер впереди. Раздался неистовый грохот, и, прежде чем пространственный барьер был разрушен, канал с водой начал яростно бурлить от ударных волн, вызванных силой удара. Окружающее пространство тоже пострадало, и хрупкое равновесие тут же было нарушено, когда все окружающие пространственные разломы, поглотив окружающую воду, начали сходиться к Хань Ли и бессмертному владыке Пылающее Пламя. Выражение лица бессмертного владыки Пылающее Пламя резко изменилось, увидев это, и он поспешно призвал свое золотое зеркало, прежде чем изо всех сил начать вливать в него свою бессмертную духовную силу. Вырвалось огромное пространство золотого света, которое образовало золотую область вокруг Хань Ли и бессмертного владыки Пылающее Пламя, и скорость расширения окружающих пространственных разломов значительно снизилась, но они все еще немного расширялись. Как раз в этот момент раздался громкий треск, и зеленый бамбуковый меч облачного роя, наконец, пробил пространственный барьер впереди, образовав отверстие высотой всего около метра. Хань Ли тут же схватил бессмертного владыку Пылающее Пламя за воротник, прежде чем броситься сквозь отверстие, и, после этого, он призвал свой зеленый бамбуковый меч облачного роя, прежде чем, пролетев еще несколько километров, обернулся. Пространственный проход, который они открыли, все еще был открыт, но канал с водой уже был полностью разрушен пространственными разломами, и через отверстие в пространственном барьере начали проникать крошечные черные трещины. Однако, к счастью, все трещины были очень маленькими, и они не расширяли отверстие. Мгновение спустя отверстие начало медленно закрываться, и Хань Ли, увидев это, вздохнул с облегчением. «Спасибо, что сдержали те пространственные разломы, товарищ Даос Пылающее Пламя», с улыбкой сказал Хань Ли, убирая свою высшую небесную тыкву. В этот момент в глазах бессмертного владыки Пылающее Пламя все еще был проблеск затянувшегося страха, и на его лице появилась кривая улыбка, когда он вздохнул. «Теперь я понимаю, как вы стали таким могущественным, товарищ Даосли. Удача действительно любит смелых. Вы слишком добры, товарищ Даос Пылающее Пламя. Мне действительно везло в прошлом, но я далеко не смелый», — с улыбкой ответил Хань Ли. Немного отдохнув, они вдвоем начали двигаться по Белой площади, усеянной разбросанными камнями, и вскоре заметили грозный комплекс дворцовых руин. В отличие от предыдущих руин, этот дворец был явно сильно сожжен. На многих уцелевших стенах дворца были следы плавления под воздействием сильного жара, но ни одного тела не было видно, как будто все они были испепелены. Я был прав, это действительно старый дворец рождения близнецов. Раньше старший боевой брат Муянь отвечал за большую часть дел секты, поэтому его дворец рождения близнецов был самым оживленным местом в секте, но, похоже, это также и самое разрушенное место в секте, вздохнул бессмертный владыка Пылающее Пламя. Во время той битвы, которую он видел, Хань Ли вспомнил, что атака, выпущенная предком до времени, приземлилась недалеко отсюда. Центр поля битвы не мог быть далеко от этого места, поэтому неудивительно, что он был так сильно разрушен. Подойдя к дворцу, Хань Ли начал его осматривать, вспоминая о том, что он знал об этом месте. Некоторое время спустя его взгляд упал на высокую кучу обломков, и он остановился, а затем начал осматривать эту кучу обломков своими адскими дьявольскими глазами. Бессмертный владыка Пылающее Пламя, увидев это, тоже остановился, и Хань Ли, изобразив неуверенность, сказал: «Товарищ Даос Пылающее Пламя, мне кажется, под той грудой обломков что-то есть. Правда? Может быть, это скрытый подземный дворец?» Приподняв бровь, спросил бессмертный владыка Пылающее Пламя. «Не думаю, но есть только один способ это узнать», — ответил Хань Ли. С этими словами они вдвоем подлетели к груди обломков, прежде чем начать копать землю под ней, и, долгое время спустя, они вышли, и бессмертный владыка Пылающее Пламя нес на спине тело. На теле была изодранная желтая мантия, а на голове были тусклые желтые волосы, похожие на засохшую солому. Это был никто иной, как Муянь. Его тело практически ничем не отличалось от того, каким Хань Ли видел его во время своего переселения, за исключением того, что его цвет лица стал немного темнее, а желтая мантия сильно разложилась.
Ваша способность духовных глаз поистине невероятна, товарищ Даосли. Удивительно, что вы смогли обнаружить тело старшего боевого брата Муяня, когда он был погребен так глубоко, сказал бессмертный владыка Пылающее Пламя, разглаживая желтую мантию Муяня. На самом деле, учитывая ограничения на духовное чувство в этих руинах, Хань либо не узнал, что здесь есть тело, если бы он сам его не похоронил. Не знаю, что на меня нашло, но, как только я сюда попал, у меня возникло инстинктивное чувство, что здесь что-то есть, объяснил Ханли, изображая неведение. В таком случае, похоже, это была судьба, сказал бессмертный владыка Пылающее Пламя. У старшего Муяня есть мантра великой пятиэлементной иллюзии. Спросил Ханли, хотя уже знал ответ. Нет, но есть шанс, что она может быть спрятана в его дворце рождения близнецов, ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя, посмотрев на полностью разрушенный дворец вдали. После этого он снова взвалил тело Муяня себе на спину, а затем, в сопровождении Ханли, направился к дворцу. От деревянных конструкций во дворце ничего не осталось, а кирпичные стены, которые все еще стояли, расплавились до неузнаваемого состояния. Бессмертный владыка Пылающее Пламя подошел к наполовину разрушенной кирпичной стене в глубине дворца, а затем смахнул с нее сажу и пыль, открыв ряд странных узоров, похожих на кольца дерева, после чего с восторженным выражением лица воскликнул. «Так и знал». В ответ на озадаченное выражение лица Хань Ли, он объяснил. Это символ секретной комнаты. В прошлом в дворце огненного потока моего учителя такой был, и здесь тоже есть такой, в том же месте. Они хорошо ладили. Как бы невзначай спросил Хань Ли. Ну, у моего старшего боевого дяди Муяня был очень вспыльчивый характер, и поэтому он не со всеми ладил из 5 учеников патриарха мира. Но в целом, мой учитель и мои старшие боевые дяди были очень близки, ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Хань Ли кивнул в ответ и больше ничего не сказал. Бессмертный владыка Пылающее Пламя взял одну из рук Муяня, прежде чем приложить ее к символу секретной комнаты. Затем он влил в тело Муяня немного своей бессмертной духовной силы, и над ладонью иссохшей руки Муяня появился слой лазурного света, словно мертвое дерево с приходом весны немного ожило. Символ секретной комнаты засиял лазурным светом, и из него появилась лазурная дверь света высотой с взрослого человека. Бессмертный владыка Пылающее Пламя, увидев это, прекратил вливать бессмертную духовную силу, и рука Муяня вернулась к своему первоначальному безжизненному серому цвету. Затем он взглянул на Ханли, жестом приглашая его следовать за ним, прежде чем войти в дверь света, неся на спине тело Муяня. Хань Ли на мгновение замялся, прежде чем тоже войти в дверь света, и в следующее мгновение они вдвоем оказались в огромном подземном дворце. Глава 678. Зародыш зла. Хань Ли, немного придя в себя, взглянул на бессмертного владыку Пылающее Пламя, а затем устремил свой взгляд вперед. Подземный дворец был совершенно темным и беззвучным, и было невозможно сказать, что находится впереди. «Пойдем, товарищ Даосли», — сказал бессмертный владыка Пылающее Пламя, идя впереди, перевернул руку, чтобы достать сияющий драгоценный камень размером с грецкий орех, который он подбросил вверх, отправив его в потолок над головой. Драгоценный камень излучал сияющий белый свет, который осветил весь подземный дворец, и оказалось, что впереди стоит странный деревянный стул. Казалось, что стул был сплетен из ветвей 2 коротких деревьев, и одна его половина была темно-зеленого цвета, а другая половина — иссохшего желтого. Я думал, что именно здесь старший боевой брат Муянь хранил свои духовные пилюли и бессмертные растения, но, похоже, здесь ничего нет, сказал бессмертный владыка Пылающее Пламя, и в его глазах промелькнул проблеск разочарования. Учитывая, насколько секретным было это место, я уверен, что здесь не все так просто, как кажется. Возможно, здесь что-то спрятано, и нам просто нужно получше поискать, сказал Ханли, устремив свой взгляд на деревянный стул. Бессмертный владыка Пылающее Пламя, кивнув, согласился, и он подошел к деревянному стулу. После этого он осторожно положил тело Муяня на стул так, чтобы тот сидел прямо, а затем почтительно поклонился телу. Тем временем Хань Ли подождал, пока бессмертный владыка Пылающее Пламя отдаст последние почести Муяню, и только после этого они вдвоем начали обыскивать дворец. Некоторое время спустя они оба снова встретились в центре дворца и, обменявшись взглядами, увидели в глазах друг друга отражение своего разочарования. «Я не смог найти здесь никаких скрытых механизмов или ограничений», сказал бессмертный владыка Пылающее Пламя. «Похоже, все, что здесь было, скорее всего, уже забрали», вздохнул Хань Ли в ответ. Внезапно он краем глаза заметил, что тело Муяня, похоже, слегка пошевелилось. Он тут же посмотрел на тело Муяня и обнаружил, что оно все еще совершенно неподвижно сидит на странном деревянном стуле, но он был уверен, что ему не показалось. «Не думаю. Вряд ли кто-то еще, кроме меня, знал о существовании этого подземного дворца», задумчиво произнес бессмертный владыка Пылающее Пламя,
явно не заметив того, что только что увидел Хань Ли. Возможно, секту истинной мантры уже разграбили, когда ее много лет назад разрушили. Внезапно Хань Ли оборвал себя, когда его лицо резко изменилось, и он крикнул: «Осторожно, товарищ Даос, пылающее пламя!» В то же время над телом Муяня появился слой своеобразного зеленого света, и внутри большой раны на его животе начало скапливаться черное зловещее ци, в мгновение ока образовав сферу размером с виноградину. Вокруг сферы беспрестанно кружилась черная ци, что создавало странное зрелище. Сразу же после этого ветви на деревянном стуле под телом Муяня внезапно разделились, словно ожили, а затем, подобно множеству виноградных лоз, устремились к бессмертному владыке пылающее пламя. Все это произошло в одно мгновение, и, несмотря на то, что Хань Ли предупредил бессмертного владыку пылающее пламя, тот все равно не успел среагировать, и только начал двигаться, когда несколько лоз обвили его руку. Он тут же издал мучительный крик, когда рукав на его руке мгновенно превратился в пепел, а на открытой коже его руки появилась серия черных отметин. В то же время его рука начала быстро терять жизненную силу, а его кожа становилась такой же иссохшей, как кора дерева. Он тут же раскрыл рот, чтобы выпустить вспышку обжигающего багрового пламени, которое по лозам, обвивавшим его руку, устремилось к деревянному стулу. Однако, это невероятно грозное пламя просто стекало с лоз, как дождь, не причиняя им никакого вреда. Как раз в этот момент по воздуху пронеслась полоса лазурного света меча, которая, со сверкающими вокруг нее дугами золотой молнии, спикировала вниз. Раздался громкий хруст, когда лозы были рассечены, и оттуда хлынула темно-зеленая жидкость, а также клубы зловещей черной ци. Как только бессмертный владыка пылающее пламя освободился, он тут же бросился к Хань Ли, а затем призвал золотой талисман, который своей невредимой рукой приложил к ране. Раздался легкий шипящий звук, когда из талисмана начали подниматься клубы едкого белого дыма. Бессмертный владыка пылающее пламя обильно потел от боли, но у него не было времени, чтобы зацикливаться на своей боли, поскольку он поспешно спросил: «Что происходит, товарищ Даос Ли?» «Я не уверен, но, похоже, старший Муянь вот-вот превратится в нежить», с плотно нахмуренными бровями ответил Хань Ли. В то же время он пристально смотрел на странный деревянный стул. В этот момент все его лозы втянулись и, словно копна дьявольских волос, беспрестанно колыхались, но они больше не атаковали Хань Ли и бессмертного владыку пылающее пламя. Как такое возможно? Прошло уже бесчисленное количество лет, как он может вот так внезапно превратиться в нежить? С недоверчивым выражением лица спросил бессмертный владыка пылающее пламя. Я не знаю ответа на этот вопрос, но мне кажется, что это, скорее всего, как-то связано с этим деревянным стулом, предположил Хань Ли. Бессмертный владыка пылающее пламя, увидев это, слегка опешил, после чего его внезапно осенила мысль, и он поспешно крикнул: «Это не просто деревянный стул, это...» Прежде чем он успел закончить фразу, Хань Ли встревоженно перебил его. Он собирается сформировать зародыш зла. «Товарищ Даос пылающее пламя, помогите мне сдержать эти лозы». В этот момент тело Муяня начало сильно дрожать, а его глаза под веками беспорядочно метались, словно вот-вот распахнутся. Хань Ли тут же бросился вперед, одновременно призвав 9 зеленых бамбуковых мечей облачного роя, которые он затем объединил в один, прежде чем вонзить его прямо в живот Муяня, где формировался зародыш зла. Как только он приблизился к телу на расстоянии нескольких сотен метров, ближайшие лозы тут же пришли в неистовство, со всех сторон набросившись на него. Бессмертный владыка пылающее пламя, увидев это, поспешно призвал свое золотое зеркало, а затем, бросив его вперед, сделал ручную печать. Зеркало сильно задрожало, когда на его поверхности появился сложный рунный узор, и оно выпустило бесчисленные лучи золотого света, которые окутали все пространство вокруг Хань Ли. По золотому свету прокатилась вспышка грозной силы закона времени, и все лозы, которые неслись к Хань Ли, мгновенно стали очень медленными и вялыми. В то же время Хань Ли задействовал свою способность реверсивной священной оси, чтобы резко увеличить свою скорость, а на кончике его лазурного длинного меча, с помощью его техники владения молнией, сформировался шар божественной дьявольской молнии. Меч смог пробить барьер, образованный переплетенными лозами, прежде чем вонзиться в отверстие на животе Муяня, и раздался оглушительный раскат грома, когда шар золотой молнии взорвался, превратившись в бесчисленное множество крошечных дуг золотых молний, которые мгновенно разорвали зародыш зла на куски. Разрушенный зародыш зла превратился обратно в зловещую ци, которая тут же была уничтожена, но как раз в этот момент Хань Ли увидел, как тело Муяня открывает глаза. Однако в зрачках Муяня отражался не Хань Ли, а Ци Модзе. В следующее мгновение во все стороны вырвалось бесчисленное множество вспышек грозной ци меча, которые разорвали на куски тело Муяня, а также 2 дерева под ним. «Нет!» Раздался мучительный крик, за которым последовал унылый вздох. Первый исходил от бессмертного владыки пылающее пламя, а вздохнул Мо Гуан. Как только Хань Ли приземлился, в его сознании раздался голос Мо Гуана. «Как жаль, если бы я только не был так поглощен совершенствованием».
Хань Ли, естественно, понял, о чем говорит Мо Гуан. Если бы он смог поглотить тот зародыш зла, то его база совершенствования, безусловно, еще больше возросла бы, но в глубине души Хань Ли не хотел этого видеть. Мо Гуана на ранней стадии высшего зенита и так было довольно трудно контролировать, и, если бы он позволил Мо Гуану стать еще могущественнее, то неизвестно, что могло бы произойти. Прошу прощения, товарищ Даос Мо Гуан. Ситуация была критической, поэтому мне пришлось действовать, сказал Хань Ли, мысленно общаясь с Мо Гуаном. «Все в порядке, просто не судьба», — вздохнул Мо Гуан. Хань Ли повернулся к бессмертному владыке Пылающее Пламя, а затем спросил. «Почему вы крикнули, чтобы я остановился, товарищ Даос Пылающее Пламя?» В этот момент бессмертный владыка Пылающее Пламя уже убрал свое золотое зеркало, и он, подойдя к Хань Ли, с унылым выражением лица посмотрел на обугленный деревянный стул, вздохнув. «Вы перегнули палку, товарищ Даос Ли». «В чем проблема?» С нахмуренными бровями спросил Хань Ли. Это не просто деревянный стул. Вместо этого это бессмертное растение под названием «Дерево рождения близнецов». Я помню, что именно с его помощью старший боевой брат Муянь преодолел свой распад зловещей Ци, объяснил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Услышав это, Хань Ли тут же почувствовал глубокое сожаление, но уже ничего нельзя было сделать. Он наклонился, чтобы посмотреть, есть ли хоть какой-то шанс спасти дерево, и при этом заметил среди всех обугленных ветвей зеленую ветвь. Только вытащив эту ветвь, он обнаружил, что это был нефритовый свиток в форме ветви. Выражение лица бессмертного владыки Пылающее Пламя тут же резко изменилось, увидев это, и он поспешно спросил. «Может быть, это мантра великой пятиэлементной иллюзии? Почему бы вам не проверить?» Ответил Хань Ли, без колебаний передав нефритовый свиток бессмертному владыке Пылающее Пламя. Бессмертный владыка Пылающее Пламя был весьма смущен прямотой Хань Ли и сказал. «Подумать только, что я все еще немного сомневался в вас, даже после того, как вы столько раз спасали мне жизнь. Мне действительно стыдно. Независимо от того, содержит ли нефритовый свиток мантру великой пятиэлементной иллюзии или нет, вы можете изучить его содержимое. Но после этого...» Глава 679. Мелодия эфирного бамбука. «Конечно, после этого этот нефритовый свиток ваш», — с улыбкой сказал Хань Ли, прежде чем бессмертный владыка Пылающее Пламя успел закончить фразу. «Ты гораздо благороднее меня, товарищ Даос Ли», — искренне сказал бессмертный владыка Пылающее Пламя, почтительно поклонившись Хань Ли. Хань Ли пренебрежительно взмахнул рукой, затем взял нефритовый свиток и прижал его к межбровью, чтобы влить в него свое духовное чувство. Сразу же после этого он поднял бровь, обнаружив внутри нефритового свитка в лазурном свете отрывок текста, написанного маленькими золотыми иероглифами. Это было довольно сложное искусство совершенствования, но оно называлось «Писание восточных перемен», а не «Мантра великой пятиэлементной иллюзии». Хань Ли понадобилось всего мгновение, чтобы запомнить все искусство совершенствования, после чего он убрал нефритовый свиток со лба и передал его бессмертному владыке Пылающее Пламя, который поспешно принял его, прежде чем тоже изучить его содержимое. Хань Ли наблюдал, как его выражение лица постепенно меняется с радостного на разочарованное, которое затем сменилось довольной улыбкой. Писание восточных перемен состояло из 9 частей, и оно тоже было искусством совершенствования с атрибутом времени. Вдобавок ко всему, оно, по-видимому, было тесно связано с искусством водного предсказания времени и священным писанием иллюзорной зари. Товарищ Даос Ли, это, может быть, и не мантра великой пятиэлементной иллюзии, но это все еще секретное искусство совершенствования нашей секты, так что, пожалуйста, не передавайте его посторонним, с серьезным выражением лица сказал бессмертный владыка Пылающее Пламя, убрав нефритовый свиток. Конечно. Кстати, если вам не нужно это разрушенное дерево рождения близнецов, то можно я его заберу? Спросил Хань Ли. Ты же своей последней атакой полностью уничтожил его жизненную силу, зачем тебе оно? С удивленным выражением лица спросил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Я подумал, что, если каким-то чудом мне удастся воскресить это дерево рождения близнецов, то у меня появится шанс преодолеть распад зловещей Ци, с кривой улыбкой ответил Хань Ли, но в душе он задавался вопросом, не сможет ли он каким-то образом возродить дерево с помощью духовной жидкости, производимой его флаконом, контролирующим небеса. Понятно. В таком случае, берите, товарищ Даос Ли, с улыбкой ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Вы, случайно, не знаете, как старший Муянь использовал это дерево рождения близнецов, чтобы преодолеть распад зловещей Ци? Спросил Хань Ли, осторожно убирая останки дерева. Боюсь, что я не знаком с тонкостями совершенствования старшего боевого брата Муяня, но я предполагаю, что это тот же старый процесс, когда зловещую Ци из тела направляют во внешний объект, ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Я тоже так думал.
В таком случае, имеет смысл, почему тело старшего Муяня внезапно начало превращаться в нежить. Скорее всего, это как-то связано с большим количеством зловещей ци внутри дерева рождения близнецов, кивнув, сказал Хань Ли. После того, как дерево было убрано, они вдвоем не стали сразу уходить. Вместо этого они покинули подземный дворец только после того, как рука бессмертного владыки Пылающее Пламя в основном зажила. Если мантра Великой Пятиэлементной иллюзии не во дворце рождения близнецов, то в секте осталось не так уж много мест, где она может быть спрятана. Долина Сокрытой Истины не должна быть далеко отсюда, если только она не находится на другом участке суши, поэтому давай сначала отправимся туда, предложил бессмертный владыка Пылающее Пламя, после того, как они вдвоем вернулись на площадь. Для чего раньше использовалась эта Долина Сокрытой Истины? Спросил Хань Ли. Долина Сокрытой Истины была тем местом, где патриарх мира обычно совершенствовался в уединении. Наш патриарх проводил там большую часть времени и выходил только для того, чтобы читать лекции или заниматься важными делами секты. Следовательно, я думаю, что это одно из тех мест, где может быть спрятана мантра Великой Пятиэлементной иллюзии, объяснил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Хорошо, тогда пойдем, кивнув, ответил Хань Ли. После этого они вдвоем сели на летающую лодку, а затем, под руководством бессмертного владыки Пылающее Пламя, отправились в сторону Долины Сокрытой Истины. По пути они видели, что земля внизу была сильно разрушена всевозможными страшными атаками. Хань Ли невольно вспомнил ту сцену, которую он видел во время своего духовного переселения, особенно тот всемогущий удар ладонью, который обрушился с небес, воспоминания о котором все еще вселяли в него страх. С этой мыслью он не мог не посмотреть в небо, но, естественно, он не увидел там ничего, кроме ясного синего неба. Почти час спустя летающая лодка пролетела над огромным комплексом руин, а затем оказалась в воздухе над большой равниной, где значительно замедлила ход. Хорошо, что Долина Сокрытой Истины не разрушилась и все еще соединена с областью Древесного Императора, с улыбкой сказал бессмертный владыка Пылающее Пламя, устремив свой взгляд на лазурную долину вдали. Хань Ли тоже осматривал долину, и он заметил, что две горы по обе стороны от нее были не очень высокими, а рельеф в долине был довольно ровным, поэтому большая часть долины была освещена солнцем. Эта долина ничем не примечательна. Я предполагаю, что здесь должно быть установлены какие-то особые ограничения, верно? С озадаченным выражением лица спросил Хань Ли. Вы слишком много думаете, товарищ Даосли. Это не то место в нашей секте, где больше всего ци происхождения мира, и я не слышал, чтобы здесь были какие-то скрытые ограничения. Наш патриарх выбрал это место для совершенствования только потому, что ему нравится эфирный бамбук, который здесь растет, с улыбкой ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Понятно, со слегка удивленным выражением лица произнес Хань Ли. Как раз в тот момент, когда они разговаривали, они вдвоем прибыли ко входу в долину. Еще не приземлившись, они услышали, как из долины доносится серия приятных звуков, которые сливались в красивую мелодию. «Что это?» — с любопытством спросил Хань Ли. Бессмертный владыка Пылающее Пламя с закрытыми глазами немного послушал, а затем объяснил. Это мелодия эфирного бамбука, которая возникает от звука эфирного бамбука, ударяющегося друг о друга на ветру. Если долго слушать эту мелодию, то она может очистить разум и успокоить сердце. Неудивительно, что патриарх мира выбрал это место, чтобы уйти в уединение, это, безусловно, исключительное место, похвалил Хань Ли. Мы сейчас всего лишь у входа в долину. Внутри долины есть особый вид духовных птиц, которые называются ветреные сороки. Их пение очень приятно на слух, и оно, в сочетании с мелодией эфирного бамбука, создает поистине изысканное звучание, с гордым выражением лица ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Вскоре после того, как они вошли в долину, Хань Ли заметил на горах по обе стороны от нее заросли тонких бамбуковых деревьев. Бамбуковые деревья были тонкими и прямыми, и, действительно, они, нежно ударяясь друг о друга на ветру, издавали красивую мелодию. Чем глубже они продвигались в долину, тем гуще становились бамбуковые деревья по обе стороны от нее, пока, наконец, они не заняли практически всю долину. Все, почему Хань Ли с товарищем могли идти, это небольшая каменная тропинка шириной около 2 метров, которая вела вглубь бамбукового леса. И действительно, Хань Ли, слушая мелодию эфирного бамбука, начал чувствовать себя все более и более спокойно. То же самое относилось и к бессмертному владыке Пылающее Пламя. Пройдя более часа, в бамбуковом лесу появился мутный туман, из-за которого звук мелодии эфирного бамбука стал немного приглушенным. Хань Ли заглянул в туман, который становился все плотнее и плотнее, и в его сердце возникло легкое беспокойство. Он, активировав свои адские дьявольские глаза, осмотрел окрестности, но его видимость была ограничена 300 метров, за пределы которых он не мог ничего разглядеть. Что его еще больше встревожило, так это то, что весь эфирный бамбук в глубине тумана стал странного серого цвета, и они практически не издавали звука, ударяясь друг о друга.
С этим туманом что-то не так, товарищ Даос Пылающее Пламя. Он сильно ограничивает духовное чувство, и, похоже, в нем также есть зловещая ци. Может быть, мы случайно активировали какое-то ограничение в долине? С нахмуренными бровями спросил Хань Ли. Наш патриарх когда-то издал указ, запрещающий установку ограничений в долине сокрытой истины, и ученики нашей секты могли свободно входить в долину, поэтому я был здесь много раз. Время от времени здесь появлялся туман, но он всегда был очень тонким, и я никогда не видел такого плотного и странного тумана. Возможно, этот туман появился только после разрушения секты. Предположил бессмертный владыка Пылающее Пламя. В любом случае, то, что наше духовное чувство так сильно ограничено, определенно нехорошо, так что нам нужно быть начеку, с нахмуренными бровями сказал Хань Ли. Как раз в этот момент внезапно раздался громкий взрыв, и в глубине окружающего тумана внезапно появилось несколько сотен пятнышек зеленого света, которые затем со всех сторон устремились к Хань Ли и бессмертному владыке Пылающее Пламя. «Осторожно!» — крикнул Хань Ли, перевернув руку, чтобы достать зеленый бамбуковый меч облачного роя, вокруг лезвия которого потрескивали дуги золотой молнии. Взмахом меча он заставил золотую молнию сойтись, образовав кнут, который пронесся по окружающему пространству. В то же время бессмертный владыка Пылающее Пламя призвал в одной руке свое золотое зеркало, а в другой — большой багровый веер, которым он взмахнул в сторону десятков пятнышек зеленого пламени прямо перед собой. Кнут, образованный божественной дьявольской молнией, золотой дугой, пронесся по воздуху перед Хань Ли, мгновенно ударив по шарам призрачного пламени, и раздалась серия оглушительных грохотов. Более сотни шаров призрачного пламени тут же взорвались, словно перезрелые арбузы, но не рассеялись. Вместо этого они разделились на бесчисленные огненные шары размером с кулак, которые, хотя и немного медленнее, чем раньше, продолжали нестись к Хань Ли и бессмертному владыке Пылающее Пламя. В то же время на багровом веере загорелась серия огненных узоров, и вылетели багровые огненные шары, сравнимые по размеру с зелеными, которые столкнулись с зеленым пламенем и яростно взорвались. Зеленое и багровое пламя, казалось, могли нейтрализовать друг друга, и, сталкиваясь друг с другом, один огненный шар за другим начали исчезать. «Похоже, мое пламя может противостоять этим штукам, товарищ Даос Ли!» — крикнул бессмертный владыка Пылающее Пламя. Хань Ли, услышав это, тут же пришел в движение, призвав свое пламя сущности, которое, в облике маленькой огненной фигурки, появилось на его плече. Крошечная фигурка лениво потянулась, осматривая окрестности, а затем, с нетерпением в глазах, посмотрела на окружающее зеленое пламя, словно была готова к битве. Глава 680. Странные существа. Увидев нетерпение серебряной фигурки, на лице Хань Ли появилась легкая улыбка, и он скомандовал: «Вперед!» Серебряная фигурка тут же пришла в движение, расправив руки, и, превратившись в гигантского серебряного огненного ворона, полетела к приближающейся волне зеленых огненных шаров. Бессмертный владыка Пылающее Пламя стоял спиной к Хань Ли, и он с трудом сдерживал обжигающий жар, который возник за его спиной. Обернувшись, он увидел, как серебряная фигурка превращается в огненного ворона, и воскликнул: «Это пламя сущности!» Затем на его лице появилось завистливое выражение, когда он посмотрел на Хань Ли, который не обратил внимания на его реакцию. Еще от Маляна он слышал, насколько необычна была его сущность огненного ворона. Это было невероятно редкое существо, даже в царстве истинных бессмертных, и все эти годы он просто использовал его для изготовления пилюль, что было огромной тратой. Раздалась серия громких взрывов, когда сущность огненного ворона взмахнула крылом, выпустив всплеск серебряного пламени, которое заставило зеленые огненные шары взорваться один за другим. Однако Хань Ли, увидев это, слегка нахмурился, поскольку только что он почувствовал, как в сердце сущности огненного ворона возникло отвращение. Раньше он всегда был в восторге от того, что мог поглотить какое-то новое пламя, но на этот раз он явно не хотел этого зеленого пламени, и это было очень странно. В качестве меры предосторожности Хань Ли поспешно призвал сущность огненного ворона, но, к его удивлению, тот не сразу же вернулся к нему. Вместо этого он продолжил летать по лесу, уничтожая все странные зеленые огненные шары, одновременно испаряя большую часть окружающего тумана. Только тогда Хань Ли обнаружил, что по всему лесу было много странных фигур, которых раньше скрывал туман. Большинство из них были сгорблены, словно старики, а за их спинами было 7 или 8 гигантских фигур, каждая из которых была более 30 метров в высоту, и все их тела были усеяны острыми шипами. В центре этих странных фигур была еще одна особая фигура, которая внешне ничем не отличалась от обычного человека. Казалось, что на нем длинная мантия, которая нежно развивалась на ветру. Все фигуры совершенно неподвижно стояли в тумане, словно слившись с ним воедино. Если бы сущность огненного ворона не испарил большую часть окружающего тумана, Хань Ли бы вообще не смог их обнаружить. Как раз в этот момент сущность огненного ворона вернулся к Хань Ли,
и, приняв свою миниатюрную форму, приземлился на его плечо, выглядя немного усталым. Хань Ли осмотрел его и, с облегчением, обнаружил, что он просто немного перенапряг свою духовную силу. «Что это за твари?» С озадаченным выражением лица спросил бессмертный владыка Пылающее Пламя, отступив к Хань Ли. Хань Ли покачал головой и не ответил. В этот момент впереди внезапно раздался голос. «Я надеялся, что этого пламени могильного масла будет достаточно, чтобы незаметно убить вас двоих, но вы оказались более бдительными, чем я ожидал». Хань Ли слегка нахмурился, и он заметил, что говорившим была та самая фигура в мантии, которая находилась в центре группы. «Кто ты?» — спросил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Фигура в мантии не ответила. Вместо этого она сказала что-то на непонятном языке, и все фигуры, окутанные туманом впереди, внезапно пришли в движение. Несмотря на свой сгорбленный вид, они были невероятно ловкими и, рассыпавшись, прыгнули в воздух, чтобы пролететь над верхушками бамбуковых деревьев, окружив Хань Ли и бессмертного владыку Пылающее Пламя со всех сторон. Тем временем гигантские фигуры за их спинами были еще более прямолинейны, просто бросившись прямо на Хань Ли и бессмертного владыку Пылающее Пламя, уничтожая на своем пути все бамбуковые деревья. Единственным, кто ничего не сделал, была фигура в мантии, которая оставалась на месте и быстро снова скрылась в сходящемся тумане. «Они идут», — предупредил Хань Ли, своими адскими дьявольскими глазами глядя в небо, и бессмертный владыка Пылающее Пламя тоже поспешно посмотрел вверх. В этот момент сгорбленные фигуры уже спускались к ним, и оказалось, что это около дюжины обезьяноподобных существ, но совершенно безволосыми серыми телами. Вдобавок ко всему, казалось, что у них под мышками были две мясистые серые перепонки, похожие на крылья, и они, всякий раз, когда прыгали в воздух, расправляли эти перепонки, что позволяло им скользить по воздушным потокам. Приблизившись к Хань Ли и бессмертному владыке Пылающее Пламя, обезьяноподобные существа, оттолкнувшись от деревьев эфирного бамбука, прыгнули на них, и Хань Ли тут же отступил в сторону, чтобы уклониться от их атак. Раздался оглушительный грохот, когда обезьяноподобное существо, которое было в первых рядах, с силой врезалось в землю, заставив землю задрожать и сильно растрескаться. Хань Ли с удивленным выражением лица поднял бровь. Эти существа были не очень большими, но они были невероятно быстрыми и сильными, но, что больше всего удивило Хань Ли, так это мертвенно-серый цвет их глаз. Прежде чем он успел подумать еще о чем-нибудь, сверху на него спикировало еще несколько фигур, и все они размахивали дубинами, которые они с разных сторон направляли на него. Хань Ли поднял руку, чтобы призвать два шара молнии, один золотой и один серебряный, которые взлетели в воздух, прежде чем столкнуться друг с другом и взорваться в унисон. По воздуху распространилось огромное пространство золотых и серебряных молний, изнутри него появился гигантский круг золотой молнии, который, в виде невероятно грозной ударной волны, вырвался наружу. Тут же по воздуху разнесся едкий, обугленный запах, из тел обезьяноподобных существ, когда их отбросило назад, прежде чем они упали на землю, начали подниматься клубы дыма. Тем временем багровый веер в руке бессмертного владыки Пылающее Пламя беспрестанно мерцал, выпуская постоянный поток огненных шаров, которые ударяли по обезьяноподобным существам. Однако он мог лишь сдерживать их, но не мог нанести им никаких серьезных повреждений. Как раз в этот момент Хань Ли внезапно исчез с места, а затем появился перед одним из обезьяноподобных существ, которые только что упали на землю, прежде чем силой опустить на него свой зеленый бамбуковый меч облачного роя. Существо, увидев это, явно было сильно встревожено, но оно очень быстро среагировало, подняв свою серую дубину, чтобы защититься. Кончик меча Хань Ли ударил по серой дубине, и в следующее мгновение раздался слабый треск, когда дубина раскололась, выпустив вспышку плотной, черной зловещей ци, которая устремилась прямо к лицу Хань Ли. Хань Ли, слегка нахмурившись, ударом ноги отбросил обезьяноподобное существо, которое врезалось в одну из приближающихся гигантских фигур. Гигантское существо было более 30 метров в высоту, и все его тело было покрыто серой чешуей, очень похожей на чешую крокодила. Его голова напоминала голову огромной ящерицы, но у него не было зрачков, а его огромная пасть была полна острых и зазубренных зубов. Он, из-за своих коротких и коренастых ног, не мог быстро двигаться, и он мощными руками отшвырнул приближающееся обезьяноподобное существо, прежде чем раскрыть пасть, чтобы выпустить в Хань Ли огромный зеленый огненный шар. В ответ Хань Ли поднял руку, чтобы похлопать по серебряной фигурке, сидящей на его плече, и она тут же, словно жидкая пленка, растеклась по всему его телу, образовав огненно-серебряный доспех, который не оставлял открытым ни одного участка его тела. Затем Хань Ли обеими руками схватился за рукоять своего зеленого бамбукового меча облачного роя и, направив свою реверсивную священную ось, сделал шаг вперед, одним взмахом меча разрезав огненный шар надвое, прежде чем, под защитой своего пламени сущности, прорваться сквозь него. Из двух половин огненного шара вырвалась полоса золотого света, которая ударила по чешуйчатому существу, после чего вокруг шеи существа, без какого-либо предупреждения, появился большой золотой замок.
Из замка вырвалась вспышка сияющего золотого света, образовав огромную золотую руну, которая отпечаталась прямо на щеке существа, и оно тут же было полностью обездвижено, не в силах пошевелиться. Хань Ли, продолжая нестись к существу, начал направлять в свой меч золотые молнии, и, когда он вонзил меч в голову существа, на его кончике появилась капля золотой жидкости. Как раз в тот момент, когда кончик меча собирался пронзить голову существа, из пасти существа, несмотря на то, что оно уже было обездвижено золотым замком, внезапно вырвалась вспышка зеленого света. Вспышка зеленого света превратилась в зеленый огненный шар, и в этот момент Хань Ли был слишком близко к существу, чтобы уклониться. Поэтому ему оставалось лишь позволить огненному шару ударить его в грудь, и он, как пушечное ядро, отлетел назад, прежде чем силой врезался в землю. Зеленое пламя тут же начало разгораться, пытаясь распространиться по всему его телу, но пламя сущности вокруг него мгновенно потушило его. Хань Ли поднялся с земли, а затем взглянул на бессмертного владыку пылающее пламя, на которого нападало около дюжины обезьяноподобных существ и одно из гигантских чешуйчатых существ. Несмотря на это, он выглядел довольно спокойным и собранным. Затем он посмотрел на чешуйчатого зверя, который был обездвижен бессмертным сокровищем, золотым замком, и обнаружил, что в данный момент на его плече стоит молодой человек в белой мантии, который с легкой улыбкой на лице смотрит на него. Это была та самая таинственная фигура в мантии, которая ранее была окутана туманом. На первый взгляд он был очень красив, но во внешности было что-то странное, как будто его лицо было составлено из различных черт лица, взятых у разных людей, что создавало очень несбалансированный и негармоничный вид. Что еще больше удивило Хань Ли, так это то, что его глаза были серого цвета, указывая на то, что он серый бессмертный. Друзья, эти главы, когда приходишь за древними свитками, а оказываешься в ловушке живого кошмара, который тысячелетиями ждал именно тебя. На фресках павильона почитания официальный банкет в честь Небесного двора, но на заднем плане патриарх ведет тайные переговоры с фигурой в сером плаще. Кто-то третий присутствовал здесь задолго до гибели секты. Доказательства этого буквально прорастают из мертвых тел. Труп ученика Муяня на священном дереве рождения близнецов не был очищен. Зловещая Ци инвертировала природу самой святыни, превратив ее жизненную силу в топливо для чудовища. Подавленный яд не исчез, он накопился и едва не уничтожил обоих героев. Но настоящий кошмар ждет в долине сокрытой истины. Бамбуковая роща сереет в мгновение ока, и начинается слаженная засада. Безволосые обезьяны, 30-метровые ящерицы, единая армия мутантов. Дирижирует ими юноша с серыми глазами, тот самый серый бессмертный, фигура с древней фрески, обретшая плоть. Хань Ли и пылающее пламя уже не в руинах, они внутри чужого домена, перестроенного под нужды врага за тысячелетия. Впереди битва на истощение без пути назад. Готовлю продолжение.